11 апреля, суббота. Сегодня начинается объявленное пасхальное перемирие. Правда, продлится оно всего около 1,5 суток. Что в целом сейчас происходит на войне, обсудим в этой сводке. Всем привет, с вами Руслан Ивеев. Прошедшая неделя как-то ничем не выделялась в контексте событий с фронта. Даже Минобороны России уже, получается, 10 дней не заявляет захват каких-либо населенных пунктов. Обычно они каждую неделю находят какие-нибудь пограничные поселки или давно исчезнувшие с карт села и заявляют их. А тут больше недели тишина. Значит ли это, что у российской армии случилось что-то невообразимое на фронте? Какие-то критические проблемы или провал? Нет, не значит. По крайней мере, одна неделя не дает основания для каких-то далеко идущих выводов. И я в целом не понимаю эту журналистскую практику, когда темп продвижения по линии фронта измеряют понедельно. В текущей фазе войны фронт в принципе не в состоянии быстро двигаться. Измерять темп по неделям имело смысл в первой неделе и месяце 2022 года, но не позже. Сейчас же наоборот. Как я вижу, такое измерение подталкивает журналистов и аудиторию к неверным выводам. И чем дальше, тем больше будет перекос в анализе влиять. Потому что понятие «серая зона» оно все больше расширяется и расширяется. Серая зона – это оспариваемая территория, за которой идут боевые действия, и которая в данный конкретный момент не контролируется какой-либо из сторон. Поскольку понятие контроля очень размытое, и каждый трактует его по-разному, это позволяет в каком-то смысле подгонять цифры под желаемые. Это не обязательно именно пропаганда. Это именно что разная оценка, разный взгляд аналитического сообщества. Ну, например, в прошлой сводке я цитировал статистику проектов Deep State и сливочный каприст за март. А вот на этой неделе свой подсчет темпа за март представила финская независимая исследовательская группа Blackbird Group. Если сравнить всех троих, то получается, что цифра украинского мониторингового проекта Deep State намного ближе к цифре подсчетов пророссийского ресурса «Сливочный каприз», нежели к цифре Blackbird Group. У финнов темп продвижения России тоже вырос относительно февраля. Но итоговая цифра захваченной Россией за месяц территории составила 25 квадратных километров, тогда как у Deep State 160. И это подсчет за месяц. Представьте, какие расхождения в оценках могут быть в подсчетах за неделю. Сами боевые действия на этой неделе не прекращались. Мы видим поступающие все новые сообщения об атаках российских штурмовиков на северной окраине Купинска, Цесарной Голубовки. Также исследователь, действующий под никнеймом Playfra, пишет, что российские дроноводы взяли под огневой контроль дороги к северу от Константиновки, тем самым резко осложнив ситуацию со снабжением ВСУ на этом участке фронта. В начале недели были опубликованы кадры, как российский беспилотник поражает украинский бронеавтомобиль «Хамви» к северо-востоку от Славянска, в районе Николаевки. Само по себе это довольно-таки рутинное событие. Казалось бы, что такого? Это просто реалии войны. Но важно то, кто нанес удар беспилотником. А это была 169-я бригада 25-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. По идее, зона ответственности этой бригады находится к северу от реки Северский Донец. А поражение «Хамви» произошло в районе Николаевки, которая находится южнее реки. И это явно не «Ой, дроноводы случайно заблудились». Когда я в конце прошлого года и начале этого рассказывал о том, как может идти битва за Славянск и Краматорск, я говорил, что с северного фланга, с Лиманского направления, российские войска, скорее всего, не будут атаковать Славянск по земле, потому что им там мешает река Северский Донец. То они действительно попытаются сделать, так это захватить оставшиеся территории вокруг Лимана, выйти на берег реки и оттуда запускать свои беспилотники, которые будут бить по украинской технике в районе Славянска и Краматорска. И вот так северный фланг будет участвовать и помогать российскому наступлению на Славянск и Краматорск. Так что этот пример, где подразделение северного, лиманского фланга наносит удар по технике ВСУ недалеко от Славянска, является признаком того, что эти подразделения уже начали оказывать такую поддержку наступающим с востока. С юго-оккупированных территорий поступают свидетельства российских контратак на поселки Терновое и Березовое в Днепропетровской области. И в целом там, на стыке с Запорожской областью, линия фронта уже давно не двигается. Так что, наверное, можно сказать, что украинская наступательная операция в этой зоне подошла к концу. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявляет, что у российской армии уже 4 месяца подряд потери личного состава превышают набор. Более того, он говорит, что даже если считать только те потери российской армии, которые происходят от удара украинских беспилотников, то даже отдельно их больше, чем набор на войну. А в марте этот показатель результативности украинских дроноводов вырос еще на 29%. А ведь есть еще потери от ударов ракет, реактивных снарядов, авиабомб, артиллерии, минометов. Да, подавляющее большинство потерь на войне происходит от беспилотников, но какую-то долю вносят и другие вооружения.
Пока что никакого эффекта от такой статистики, которую заявляет Сырский, не видно. Хотя, казалось бы, ладно, когда это только 2 месяца расходы превышают доходы. Может быть, не критично. Но когда 4 месяца подряд, и при этом нигде российская линия обороны не просела, и при этом украинская наступательная операция остановилась, и при этом Зеленский заявляет, что предстоящие месяцы будут сложными для Украины, в том числе из-за давления по линии фронта, как-то не клеятся слова с тем, что мы видим на линии боевого соприкосновения. Главное, чтобы к концу года не получилось так, что если сложить все заявления Сырского, то окажется, что последнего на декабрь 2026 года российская группировка войск на территории Украины насчитывает минус 100 тысяч человек. Отдельно удивляет, как те, кто писал текст для Сырского, не замечают противоречия внутри самого же текста. Потому что в той же самой публикации, где он говорит про огромные российские потери, он отдельно отмечает, что армия России нарастила свои войска беспилотных систем до 101 тысячи военнослужащих. Как они это сделали, если вроде бы как набора новых военных не хватает даже для покрытия потерь? Не объясняется. Мы видим признаки того, что с набором новых контрактников у России дела сейчас сложные. Поэтому с начала года развернулась такая мощная агитационная кампания в университетах. И был даже спущен план по набору. Поэтому пропаганда о войне доходит уже до каких-то совершенно безумных мер. Например, в колледжах Краснодарского края военные агитируют студентов, в том числе несовершеннолетних, вступать в войска беспилотных систем. И хотя несовершеннолетний не может подписать контракт с российской армией, не проблема. Пиши заявление на имя начальника пункта отбора на военную службу с формулировкой «Обязуюсь заключить контракт по достижении 18 лет». Вот такое заявление не имеет какой-либо юридической силы, но явно будет использованным для давления в дальнейшем на молодых людей. Будут им потом из военкомата звонить и припоминать. Ну ты же писал заявление. А теперь ты что, струсил? Отказываешься от своих слов? Не патриот, да? Может, еще и из этих ЛГБТ? С 1 сентября в России планируют распространить патриотические занятия, те самые разговоры о главном, я даже не могу поверить, что говорю это, на дошкольные учреждения. Представляете себе, сидят такие пятилетки, какой-нибудь конструктор собирают, а им параллельно вдалбливают, что потом вы поступите в школу, а вот после школы должны отдать жизнь за родину. У нас война, Запад хочет нас убить. А чего мелочиться-то? Может, давайте уже в роддомах начинать проводить агитацию среди младенцев? Или, может, в центрах планирования семьи? Ну а чего, есть же такие теории, что ребенок, еще даже будучи в утробе матери, уже начинает как-то реагировать и воспринимать происходящее в окружающем мире. Вот к чему катится наша страна. Знаете, на меня последние дни нахлынули такие мысли, особенно на фоне того, как другие страны покоряют космос. Вокруг Луны летают. Я на днях натолкнулся на свои старые видеосъемки из 2014 года, когда я активно освещал тему космоса и регулярно ездил в Центр подготовки космонавтов. Нашел видео свое с Максимом Сураевым. Так, вот ты, да-да, я к тебе обращаюсь. Ты попридержи при себе свое «А? Кого?» Вообще-то это российский космонавт, первый в мире космический блогер. Про него даже издание Wired писало, что у него самый интересный блог среди всех космических блогов. Чего он добился с тех пор? Больше в космос не летал, избрался в Госдуму в 16-м, был доверенным лицом Путина в 24-м. Вот все его достижения. Рядом с Максимом, на том же самом моем видео, вы можете заметить бортинженера той самой 40-й экспедиции на МКС, американского астронавта Рида Уайсмана. И нет, Рид не стал политиком, не стал сенатором, или советником Байдена или Трампа. Он стал командиром миссии Артемида-2, в ходе которой человечество впервые за 50 лет облетело Луну, которая является одним из этапов на пути создания лунной базы, которая является одним из этапов на пути к полету на Марс. Также на том же моем видео рядом с Сураевым идет Кэрол Уайсман, жена Рида Уайсмана, которая, к несчастью, скончалась в 2020 году от рака. В ходе миссии Артемида-2 были обнаружены 2 новых, ранее неизвестных кратера на поверхности Луны. Один из них назвали в честь Кэрол. И вот знаете, у меня не вызывает никакого трепета понимания того, что я в звездном городке вживую общался с первым космическим блогером. Вау, вот это да. Зато действительно большой трепет вызывает у меня осознание того, что я лично вживую общался с Ридом Уайсманом, командиром миссии Артемида-2, и с Кэрол Уайсман, именем которой теперь назван кратер на поверхности Луны. А чем запомнится Сураев? Я посмотрел реплай к своему твиту со ссылкой на видео. Его вспомнили разве что жители Мытищ, со словами «Ой, нам про него листовки раздавали, когда он избирался в Госдуму». Меня вызывает трепет то, что с большой вероятностью через 2 года, впервые при моей жизни, нога человека ступит на поверхность Луны.
А не то, что класс, к концу года разговоры о важном будут даже в детских садах. Даже если говорить только в контексте денег, сколько денег уже потрачено на эту войну, давно бы уже хватило на российские базы и на Луне, и на Марсе. Вот уж действительно можем повторить, Лучше такие миссии могли бы повторить. Возвращаясь к теме набора людей, приходят очередные новости про срочников. 28-летний Эмил Женишбеков из Красноярска был ровно год назад призван на срочную службу. То есть сейчас как раз, по идее, он должен был дембельнуться. Но проблема возникла. Через месяц после призыва Эмил выяснил, что, оказывается, он контрактник. Эмил говорит, что в процессе службы он подписывал какой-то документ, но это был рапорт на перевод на должность водителя, как ему предложил командир воинской части. А контракт он не подписывал. Независимая экспертиза подтвердила, что подпись по контрактам не его, она поддельная. Что же решил суд? Суд решил проигнорировать заключение экспертизы и сослаться на показания командиров, которые утверждают, что срочник сам добровольно подписал контракт. Ох уж это до боли знакомое многим из нас, нет оснований не доверять рапортам сотрудников полиции. Поэтому вместо того, чтобы сейчас уже быть дома с семьей, Эмил сейчас находится на учебном полигоне в Чебаркуле, Челябинской области, после которого его отправят на фронт, на передовую. Это не какой-то исключительный случай. Такое происходит постоянно и не первый год. Причем бывают ситуации, когда даже военные прокуратуры, суды, военкоматы признают, что контракт поддельный, недействительный, но человека все никак не возвращают с зоны боевых действий. Так что к моменту, когда у вас уже призвали на срочную службу, уже несколько поздновато быть готовым, в случае чего, дезертировать и даже отсидеть в тюрьме, лишь бы не попасть на войну. Надо изначально даже на срочную службу не попадать, даже через уголовку. Сегодня наступает пасхальное перемирие, на которое согласились обе стороны. Конечно, эти 1,5 суток в масштабе каждодневного ужаса – это ни о чем. Но я тут хотел бы подчеркнуть, что, скорее всего, похожим образом Кремль поступит и с парадами. Я видел всю эту неделю, как многие обсуждали, что вот, наверняка будут отменять парады, а Путин наверняка боится, а полная отмена парада – это позор. Ой, и что же он будет делать? Да ничего он не будет делать. Для того, чтобы обезопасить московский парад, а важен только он, на остальные наплевать, не обязательно звать в Москву какого-нибудь Си Цзиньпиня, чтобы украинцы не стали запускать беспилотники или ракеты в сторону Москвы. Достаточно просто сказать: «В честь Великого Дня Победы Советского народа объявляю перемирие на эти дни». И не важно, что, возможно, Украина не обсуждала вариант такого перемирия. Не важно, что она может быть не согласна на него. Увы, но текущая международная обстановка такова, что при таком заявлении украинская сторона сама слишком рискует, если будет все равно атаковать беспилотниками Москву во время парада. Потому что, конечно же, Путин тут же начнет звонить Трампу и жаловаться, что как так? Я же показываю, какой я миротворец, даю передышку, останавливаю боевые действия, а ВСУ продолжают. И понятно, как отреагирует Трамп. К тому же попытка атаковать Москву беспилотниками 9 мая заранее обречена на провал. Даже не в праздничные дни вокруг Москвы много ПВО. И уже довольно-таки давно украинские беспилотники не долетали до основной части города. На время парада вся эта защита будет 100-кратно усилена. Поэтому, когда я вижу, как люди в интернете обсуждают, то есть какая-то прям физическая угроза Путину во время парада, это смешно. Шансов долететь беспилотнику или даже ракете до места, где будет Путин, ровно 0. Нет таких шансов. Поэтому я думаю, с московским парадом все будет нормально, так же, как и в прошлом году. Окей, воздушной части, наверное, не будет, но наземная пройдет как обычно. А что касается парадов в других городах и обстрелов в какой-нибудь Белгородской области во время перемирия, так на них даже российским федеральным СМИ наплевать. Ну и последнее, что хочу отметить в сводке, так это вопрос обстрелов в обратную сторону, то есть российских обстрелов Украины. Французский исследователь Климан Мален приводит подсчеты и пишет, что впервые количество дальнобойных беспилотников, которые запускает Украина по России за месяц, превысило количество российских дальнобойных беспилотников, запускаемых по Украине. Вспомните анализ нашей команды за весь 2025 год, который мы опубликовали в феврале. Мы писали, что подавляющее большинство смертей и ранений гражданских по обе стороны линии фронта происходит вследствие удара беспилотников. Также мы писали, что стабильно, сколько мы ведем свои сводки по обстрелам, примерно 80% всех погибающих и получающих ранения вследствие военных действий гражданских проживали на территории, подконтрольной украинским властям. То есть они погибали и получали ранения от ударов российских дальнобойных беспилотников. И это в те времена, когда Россия запускала сильно больше дальнобойных беспилотников, чем Украина. Теперь Украина обогнала Россию по количеству дальнобойных беспилотников. Развернулась ли статистика? Или, может быть, выровнялась? Стало ли резко больше смертей и ранений гражданских на территории под контролем российским властям? А это в том числе оккупированная территория Украины. Нет,
мы не видим такой тенденции. А наблюдаем мы очень внимательно. И напрашивается довольно-таки логичный вывод, что это говорит о целях обстрелов каждой из сторон. Кто во что целится. Вот в Никополе на этой неделе как минимум дважды целились в автобусы. Обычные городские и междугородние автобусы. Один из которых большой и желтый, другой большой и белый. Их, ни с чем невозможно спутать. Даже если у тебя на бесплатнике камера с разрешением 480p. И тем не менее, раз за разом по ним бьют. Погибли как минимум 4 человека. И сафари на мирных людей продолжается. То же касается обстрела Херсона. Всю неделю под обстрелом. Авиабомбы падают одна за другой. Еще и охота на спасателей идет. Российские дроноводы специально целятся и бьют по ним. Зато в случае чего, ой, мы такие религиозные, такие верующие. Пасхальное перемирие. Дай бог дожить нам до того момента, когда на ракетах будут летать только космические корабли и бороздить просторы Вселенной. Берегите себя. Увидимся через неделю. Пока.